Доброе утро, зрители Stop Game! Пора разгребать разбросанные после The Game Awards новости. Их много будет в инфакте. Джефф Килли может гордиться собой. Мало того, что подловил Кодзиму в неловкой ситуации, кто не понял, в комментах расскажут, так еще и продолжает улучшать показатели своего шоу. Прошедшая 13 декабря церемония награждения The Game Awards 2024 оказалась самой популярной по пиковому онлайну, перевалив за рубеж в 4 миллиона одновременных зрителей. Для сравнения, в прошлом году мероприятие насчитывало на пике чуть больше 3,5 миллионов человек. Церемонию транслировали почти 1500 каналов, собравших в общей сложности более 15 миллионов просмотренных часов. Подавляющее большинство зрителей следили за ТГА на официальных YouTube и Twitch каналах, а наиболее популярными ретрансляторами стали IGN, Asmongold и Moist Critical. В плане анонсов особую популярность снискал дебютный трейлер 4-го Ведьмака. За первые сутки он собрал свыше 10 миллионов просмотров. Кстати, о нем. Илья в прошлом инфакте уже показал пару кадров из видоса новой польской игры, но вот подробностей тогда не было. Но в субботу CD Projekt Red посадила перед камерой гейм-директора The Witcher 4 Себастьяна Колембу, чтобы он подробно разобрал дебютный трейлер. Вдобавок появилась информация об актрисе озвучки Цири в 4-й части. Инфы много. Целиком можете прочитать выдержку в заметке на сайте, но вот кратко. Как докладывает портал Redanian Intelligence, для озвучивания дитя старшей крови в Ведьмаке 4 позвали не Джо Вайет, чей голос звучал в The Witcher 3 Wild Hunt. Повзрослевшую героиню изобразила Сиара Беркли, которая ранее снималась в сериале «Обманутая» и ленте Swingbout. Я не смотрел, понятия не имею, как она там играла. Что до трейлера, то деревня из видео носит название Броды. Это уединенное северное поселение, жители которого на протяжении многих веков отваживали чудовищ человеческими жертвоприношениями. Келембо также обратил внимание, что Цирилла была счастлива, пока росла в крепости Каэр Морхен среди других ведьмаков, поэтому она поставила перед собой цель стать одной из них. Героиня плюс ко всему еще и мощный исток. Исток с большой буквы. Она умеет черпать силу из окружающих ее стихий, чтобы трансформировать ее в мощные заклинания. Она также может зачаровывать предметы. Например, в трейлере героиня наложила на цепь огненные чары. Тем временем Адам Бодовский, один из руководителей CD Projekt, сообщил, что в 4-й части в том числе расскажут, как именно Цири стала ведьмачкой. Хорошо бы объяснить ее лор подробнее, конечно. Особенно для тех, кто книги не читал. Едем дальше по анонсам. Появились подробности нового проекта во вселенной Elden Ring. Того самого, который кооперативное что-то. Еще до официальной премьеры Elden Ring Night Rain журналистам из различных изданий довелось посетить офис From Software и лично опробовать раннюю версию игры. По возвращению домой они поспешили поделиться подробностями. Что выяснили? Сразу на релизе Elden Ring Night Rain будет полноценной игрой без каких-либо микротранзакций. From Software не планирует делать из нее сервис. Стоимость тайтла сопоставима с дополнением Shadow of the Earth 3, хотя точная цена пока неизвестна. Для прохождения Elden Ring Night Rain владеть оригинальный Elden Ring не обязательно. Но конкретно это и на презентации уточнили. События Elden Ring Night Rain разворачиваются в альтернативной вселенной, так что ожидать особого углубления в лор Междуземья не стоит. Но вот самое интересное, что за жанр-то у игры? По своей сути, Night Rain является рогаликом. Из всего Междуземья в новой игре представлена только измененная версия начального региона — Замогилья. Локации и противники генерируются случайным образом в каждом забеге. Перед началом испытания игроки выбирают по одному из 8 классов и финального босса, с которым им предстоит сразиться. Перед сражением же геймерам нужно пережить 3 игровых дня и одолеть 2 боссов поменьше. Каждый день длится по 10-15 минут. За это время команда должна бегать по Замогилью и фармить руны для прокачки. Но по большому счету Elden Ring Night Rain играется так же, как и обычная Elden Ring, за исключением новшеств вроде ускоренного бега, отсутствия урона от падения и дополнительных возможностей в передвижении. Ну и постоянного коопа, естественно. Больше инфы, как всегда, по ссылке.
На церемонии показали и продолжение The Long Dark, которая Black Frost. О ней тоже рассказали. События развернутся в северном промышленном городе Хармонд и его окрестностях. Минул год с того дня, когда в небе вспыхнуло сияние и все технологии стали бесполезны. Выжившие уже начали привыкать к суровой действительности. Вы познакомитесь с обособленным обществом, которое ищет свое место в навеки изменившемся мире, так гласит описание. По словам авторов The Long Dark 2, они применяют опыт, накопленный более чем за 10 лет работы над первой частью. Каждая механика выживания якобы отточена до версии 2.0. Более того, студия Hinterland утверждает, что Black Frost — первый в мире выживач, который с самого начала создается как survival RPG. Вот одна из новинок сиквела — упор на душевное состояние персонажа. Нужно преодолевать сомнения и страхи, а также находить утешение в приятных мелочах. Само собой, не обойдется и без физических напастей, включая радиоактивный черный мороз. Но не игра, а симулятор реальной жизни какой-то. Ну, кроме радиоактивного черного мороза. Разработчики из студии Hangar 13 тоже поспешили поделиться свежими подробностями о своей Mafia: The Old Country. Для начала успокоили фанатов. Сказали, что это ни в коем случае не перезапуск серии. События игры разворачиваются в одной вселенной с оригинальной трилогией. Нового протагониста зовут Энцо Фавара. Он бедный шахтер и сирота, которому выпала возможность присоединиться к мафиозной семье Дона Торризи и оставить свой след в криминальном мире Сицилии 1900-х годов. Бои в Mafia: The Old Country обещают быть более тактическими, чем в предыдущих частях серии. Сражения редко сводятся к простым перестрелкам, так что игроков побуждают использовать все инструменты в арсенале героя. Учитывая время и место действия, Mafia: The Old Country вполне может стать новой отправной точкой для хронологического ознакомления с серией. Кроме того, разработчики обещают связать ее с некоторыми персонажами и событиями из прошлых игр. А вот по своей структуре новая Mafia больше похожа на первые две части серии, нежели на Mafia 3. Это подтверждает и дизайн Open World. Он не предложит особых побочных активностей или историй, поскольку в большей степени служит в качестве декорации для основного сюжета. В общем, классика. Релиз Mafia: The Old Country планируется летом 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с полной русской локализацией. Дальше рассказали про Intergalactic: The Heretic Prophet. Это, напомню, новый экшен от Naughty Dog, главная героиня которого смотрит аниме и рассекает на звездолете Porsche. В беседе с New York Times сам Нил Дракман пролил больше света на свое следующее творение. Действие происходит в альтернативной вселенной, где космические путешествия серьезно продвинулись вперед еще к 1986 году. Сама же игра перенесет нас в далекое будущее. По мнению Дракмана, в Intergalactic: The Heretic Prophet команда Naughty Dog возвращается к своим корням. Студия начинала путь с приключенческих экшенов вроде Crash Bandicoot, так что тут... Что, тоже надо будет коробки с яблоками разбивать? Непонятно. История же в Intergalactic, как сказал Дракман, довольно амбициозна. Она сосредоточится на вымышленной религии и вере в различные общественные институты. А как авторы навдохновлялись аниме при разработке? При работе над игрой Naughty Dog опирались на классические аниме-тайтлы по типу Акиры 88-го и вестерна Ковбой Бибоп из 90-х. Музыку для научно-фантастического приключения написали Трент Резнор и Аттикус Росс, которые ранее объединили усилия для саундтрека социальной сети Дэвида Финчера. Intergalactic: The Heretic Prophet готовится для PlayStation 5. Даты релиза нет. Напоследок, вот вам большой патч демократии. Ребята из Arrowhead Game Studios, как вы помните, наверное, показали трейлер крупного обновления для Helldivers 2 под названием «Знамение тирании» и сразу его выпустили. Справиться с новой угрозой поможет в нем не только первое в игре транспортное средство, но и обмундирование из премиальной заслуги «Городские легенды». Вместе с апдейтом появились так называемые просветленные, технически продвинутые существа, наделенные высоким уровнем интеллекта. Чтобы оперативно отбивать атаки и давить просветленных, команда выделила своим верным солдатам МТР, машину тактической разведки. В нее помещается весь отряд, а пассажиры могут высовываться из окон и палить по недругам. Уже протестировали на стриме, весело. Особенно если из пулемета машины тиммейтов не расстреливают. Такой вот патч. На ТГА, к слову, Helldivers 2 урвала 2 приза в категориях «Лучшая игра с регулярными обновлениями» и «Лучший мультиплеер».
Вот и все интересное на сегодня из новостей. Пора к нам на сайт перейти, оценить новые видосики и тексты. Там Илья Шарифов прошел Котор по самому-самому злодейскому пути и что-то понял, кажется, а Кирилл Волошин обозрел самую мужицкую из всех мужицких игр последних месяцев — Геншин с платьями. На все ссылки есть под роликом. Не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!